Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами приготовим картошечку в духовке. Это очень простое, очень вкусное блюдо. Получается такая картошка у всех. Испортить этот рецепт невозможно. Давайте быстрее приступим. У меня в кастрюльке отварная картошка. Я не стала снимать вам видео, как сварить картошку. Я думаю, что каждый из вас знает, как это сделать. Единственный момент, что картошку нужно почистить и целенькую отварить. Отварить в соленой воде, то есть обычным образом. Немножечко ее остудить, разрезать и сложить в форму. У меня вот такая форма. Сейчас я каждую картофелинку разрежу в длину. Вот таким образом. Мне так удобнее. Если вы хотите вот так в поперек, режьте так. Мне удобнее вот таким образом. И аккуратненько раскладываем эту картошку плотненько в форме. Количество картофеля зависит от того, какая у вас форма. У меня форма большая, у меня почти килограмм картошки. Если у вас форма маленькая и вам не нужно столько много готовить, ну, значит, меньше почистите. В этом рецепте главное та смесь, которой мы будем сверху намазывать нашу картошку. Вот там важна пропорция. А сколько будет картошки, это уже на ваше усмотрение. Ну вот, я сложила картофель в форму. Теперь можно пока форму отставить в сторонку. Будем готовить смесь, которой мы сверху намажем картошку. В чашку я отправляю 100 грамм размягченного сливочного масла. Масло мягкое абсолютно. 2 столовые ложки сметаны. Сметана может быть любой жирности. Размешаю вместе. Так, хорошенько, чтобы однородная масса получилась. Я взяла пучок петрушки, оборвала с него листья, я стебли не использую. Теперь эти листики нужно измельчить и добавить в смесь. Зелень может быть любая. Я сегодня беру петрушку, но это может быть укроп, это может быть кинза, может быть базилик. Что вам нравится? Петрушку нужно измельчить как можно мельче. Измельчила, отправляю в чашку. Перемешаем. Следующий ингредиент – чеснок. 3-4 зубчика продавливаем через пресс. Размешиваем чеснок. И 70 грамм сыра нужно натереть на мелкой терке. Я в отдельную емкость тереть не буду, сразу в смесь. Натерла. Перемешиваем. Если у вас сыр не соленый, можно присолить немножко эту смесь. У меня сыр обычный, соленый. Картошку варила в подсоленной воде, поэтому я солить не буду. Теперь на каждую половинку картошки кладем немножко этой смеси. Постараться так вот прилепить на каждую половинку картофеля. Рецепт простой, хороший. Картошку можно заранее сварить. Ничего страшного, если она постоит в холодильнике какое-то время, а потом вот так вот сделать эту смесь с маслом, сыром, зеленью, чесноком. Вот так вот в форму сложить, намазать, запечь. И просто невероятно вкусно. Вот что у меня получилось. Теперь эту форму нужно поставить на 20-25 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Все, друзья, отправляем картошку в духовку. Встретимся через 20 минут. Ну вот, друзья, прошло 20 минут. Я достала из духовки картошку. Форма еще горячая. Посмотрите, какая прелесть получилась. Картошка не сухая, запеченная. Аромат просто замечательный. Эту картошечку можно использовать как гарнир, а можно есть как самостоятельное блюдо. Очень вкусно. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. По статистике 95% зрителей моего канала не подписаны. Я вас очень прошу, подпишитесь. Вам это ничего не стоит, а мне это очень нужно. Я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.